Приветствую всех! Сегодня мне хотелось бы показать вам одно очень интересное приспособление для заточки ножей, которое называется Schrade Old Timer Honesteel. Что можно сказать про эту компанию? Для начала, когда-то это была американская компания. Вот. Какое-то время назад она перепродалась, или кто-то ее перекупил. В общем, сейчас компания Schrade перестал существовать, но сам бренд Schrade, он остался, сохранился. И сейчас под этим брендом продаются, выпускаются и продаются китайские ножички. Вот. Значит, что из себя представляет данное устройство, да? Данное приспособление? Это Honesteel, то есть металлический заточный брусок. То есть мы видим, что он идет вот в таком вот интересном чехле. Вот как небольшие ножны. Ну, можно сказать, что кто-то скажет, да, что это, что у них интересного, обычный ножноподобный чехол, но интерес к этому чехлу, он практически, потому что этому приспособлению уже более, наверное, 40 лет, ну или около того. И мы видим, что данный чехол очень хорошо сохранился. Единственное, что здесь при покупке была ленточка, ну, из кожи сделанная петля. Вот здесь специально можно увидеть, что вот это вот отверстие в форме капельки, здесь идет фиксация с помощью вот такой вот кнопки. И просто вот эту вот часть, вот эту капельку, навершие капельки, сюда продевается ниточка. Ну, вот эта вот кожаная. Она просто от времени уже испрела и порвалась, когда я мыл данный чехол. Этот Honesteel приобретен на eBay. Больше его, по-моему, нигде нельзя приобрести, потому что в магазинах он уже, естественно, не продается, потому что он давно уже не выпускается. Хотя это касается только оригинальной версии этого Honesteel. Мы уже говорили о том, что под маркой Schrade китайцы выпускают ножи. Также они выпускают и Honesteel. Красочные такие коробки у них есть. Очень прямо они выпускают. Там новые чехлы. На eBay есть. Тоже не продаются. За фиксированную цену. Вот. Но обычно подобные оригинальные Honesteel можно купить на eBay аукционах, то есть фиксированная цена очень редко бывает, и крайне редко продавцы доставку организуют в Россию. То есть если вы зайдете и посмотрите на количество продаваемых там Honesteel'ов, то их там достаточное количество, но в Россию мало, очень мало, крайне редко кто из продавцов готов будет отправить. Если вы найдете такого продавца и вам достанется такая вещь, вам повезло. Вещь действительно очень хорошая. Вот. А чем она хорошая, мы вот и посмотрим. Ну, про чехол мы сказали, он долговечный. Вот. Впервые в каталоге Schrade подобный Honesteel появился в 1972 году.
Вот. А сам Honesteel был разработан еще раньше, где-то в конце 60-х годов. Патент на, на этот Honesteel был зарегистрирован в 1971 году. Ну и, соответственно, в 1972 уже вышел первый Honesteel в каталоге Schrade. Но это краткий экскурс в историю. Почему это важно? Потому что таким образом мы видим, что вещь сия имеет ценность не только для заточников, но и для людей, которые занимаются заточкой, просто хотят иметь хороший инструмент. Эта вещь интересна также и для коллекционеров. Известно, что есть 3 варианта исполнения этих Honesteel'ов. Если интересно, в интернете на некоторых ресурсах есть информация о том, как они выглядели. Да и если вы будете смотреть фото на eBay, вы увидите. Просто, что они немножко отличаются. Теперь мы давайте посмотрим, что из себя представляет Honesteel. Honesteel — это металлический брусок длиной 7 дюймов. Что можно сказать сразу? Вот здесь наверху, на оригинальных шрейдах, которые выпускались вот в тот период, с начала 70-х по конец 80-х, стоит клеймо. Здесь написано Schrade HS-1 Part Number D227733. Вы увидите эту печать на аукционах eBay, когда будете, если будете смотреть про эти Honesteel'ы, вы так сможете отличить, настоящий ли это оригинальный Honesteel или это Китай. Вот. На китайских Honesteel'ах нынешних нет этой печати. Это и хорошо, потому что можно отличить настоящий Honesteel от китайского. Потому что китайский Honesteel барахло. Брать его не стоит. Может быть, только для тех людей, которые хотели бы иметь что-то похожее на Honesteel и держать у себя на полке. Для коллекционеров и еще разных других людей. Мы видим, что поверхность Honesteel, она немножко такая, ну, шероховатая, не то слово, она испещрена такими вот вкраплениями. Это высокая углеродистая сталь, достаточно большой твердости, особенно на поверхности. Сама же поверхность также покрыта карбидами хрома. Почему это делалось? Делалось это для того, изобреталось и придумывалось, да, для того, чтобы, точнее даже не для того, для чего мы понимаем, для того, чтобы сделать доступные средства заточки. Но почему это делалось? Потому что в то время алмазные технологии были не столь доступны, точнее даже, можно сказать, не столь распространены еще пока что среди рядового пользователя. Вот. И как только алмазные технологии стали набирать обороты, так, видимо, получилось, что Honesteel'ы были вытеснены с рынка. Потому как Honesteel'ы выпускала, например, такая компания, как Бак, или такая компания, как Gerber. Ну, в чем-то они похожи по своему устройству, внешнему виду и идее. Вот. По свойствам
заточки данным инструментом. Здесь вот есть вот такое вот заострение. Вот. И предполагают, что якобы это для того, чтобы использовать его на охоте при разделке. Вот. Или каким-то другим методом. Оно немножко заточено. Но точно нельзя сказать. Не удалось им найти предназначение вот этого вот заострения. Возможно, это может быть для того, чтобы было удобнее точить топор. Потому что прилагаемые инструкции к Honesteel'у, у меня нет этой инструкции, но на eBay продавался полный комплект Schrade в большой коробке, оригинальный, вот старый, начало 70-х годов. Там была инструкция, что данным Honesteel'у можно точить любые инструменты. Каковы свойства, точнее, как себя ведет данный Honesteel при заточке. Но ведет себя он довольно интересно, потому что вот эти карбиды, они твердые, но они более мягко воздействуют на режущую кромку, чем алмазы. Вследствие чего режущая кромка, она мало того, что образуется микропила, да, она образуется очень щадяще, вследствие чего она более стойкая оказывается, эта режущая кромка. Вот, например, финский нож точится очень хорошо этим Honesteel'ом, после чего он просто прекрасно режет, и у него режущая кромка очень стойкая. То есть, ну, точить очень просто на нем. То есть это обычные движения. Очень простые. Какие мы при заточке совершаем. Ну так, потихоньку, аккуратно. Может быть, кто-то хочет точить на столе, кто-то на весу привык точить, кому-то в походе будет удобно точить этим Honesteel'ом. Но вот углеродистая сталь ведет себя здорово при заточке. Этим Honesteel'ом, то есть вы увидите, да? То есть нож очень острый, очень хорошо режет, достаточно быстро точится. И правится данным Honesteel'ом. К сожалению, вот я не могу показать очень близко. Невооруженным глазом можно увидеть небольшие микропилу. И повторюсь, что эта микропила держится довольно долго. Вот. Если, допустим, точить нож из другой стали, более твердый, чем на этом ноже примерно где-то 57, 58, наверное, максимум. Но, скорее всего, наверное, ближе к 57 твердость по Роквеллу. Если чуть более твердую сталь точить, то чуть подольше она будет точиться. Вот. Но результаты в целом очень похожи. То есть, например, если точить Фолкнивен F1 на данном Honesteel'е, то он тоже достаточно быстро становится острым и очень хорошо удерживает режущую кромку. Он прекрасно режет и бумагу, и волос сбривает. Поэтому данный Honesteel вещь очень хорошая, интересная. Не только для коллекционеров, потому что вы поняли, что для коллекционеров историческую ценность представляет данный Honesteel.
Вот. Для тех, кто активно использует ножи или топоры на плотницких работах или другие какие-то инструменты, которые, может быть, не требуют сверхточной и чистовой заточки, таких как, например, стамески, рубанки или резцы, которые требуют, как ножи, например, хорошего такого агрессивного реза. Данный Honesteel будет интересен и полезен людям, которые будут им пользоваться. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи!